Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю вам связать митинги, но не простые, а митинги без шва с анатомическим пальцем. На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Все, что вам понадобится, это петельная проба и мерка ладони в самом широком месте. Итак, сейчас будем считать наши митинги. У меня пряжа 330 метров на 100 граммов. Меринос и шелк. Она довольно-таки толстая для машины 5 класса, но поскольку в ней очень много шелка, там 25% шелка, она очень скользкая и очень хорошо идет на максимальной плотности, просто отлично. Итак, вам нужно посчитать, сколько объем ладони у вас в самом широком месте, посчитать свою петельную пробу и немножечко отнять там 1 или 2 сантиметра, ну 1, наверное, для того, чтобы митинга хорошо облегала руку, чтобы она не болталась и не была сильно плотной. Для таких маленьких изделий достаточно сделать просто квадратный образец, просто приложить его к руке и посмотреть, насколько вам комфортно, до какой степени облегания как вам нравится, как вам удобно. И просто посчитать петли. Все, ничего сложного. Я при своей вот этой пряже набирала 20 петель на верхней фантуре и 20 петель на нижней фантуре. Набираем как обычный карман, так же, как мы делали при вязании носка на 2 фантурах по кругу. Здесь будет принцип такой же. Кстати, если вы не смотрели мое видео про носок без шва, посмотрите, там много полезного. Итак, я набрала 20 и 20 петель, связала 40 рядов по счетчику. То есть 40 круговых рядов, это то же самое, что 20 обычных рядов. То есть с этой стороны 20, 20, а если считать круговыми, то будет 40. До того момента, пока не начала формировать пальчик. Пальчик мы формируем на одной фантуре, например, на верхней. Пока я рассказываю, а потом покажу, как я это непосредственно вязала. В каждом втором ряду прибавляем по одной петле. И лишние петли, когда у нас образуются, то есть мы будем на одной фантуре прибавлять, прибавлять, прибавлять постоянно, он будет отсюда уходить, и здесь будут лишние петли образовываться. А на нижней фантуре у нас останется неизменное количество петель, да, тогда при круговом вязании у нас будет образовываться дырка. Чтобы этого не происходило, мы периодически будем с этой фантуры переносить петлю сюда. Когда я буду вязать, вам станет все предельно ясно и понятно. Как мы узнаем, что мы уже связали пальчик? Мы будем ориентироваться на пропорции. И я просто от общего количества, например, у меня 20 петель, да, на палец беру половину от этого. То есть палец у меня будет готов тогда, когда здесь будет 10 петель. И здесь будет 10 петель, которые мы переложили. Всего 20. Здесь 20, здесь 20 и на палец 20. И тогда мы можем отложить пальчик, вот эти петельки. Мы их отложим, свяжем вот эту часть, тоже 40 рядов, так же, как и здесь. Здесь 40, здесь 40. То есть мы все ориентируемся исключительно на пропорции. Никаких высчитываний я не делаю. Руки у всех пропорционально одинаковые. Вам нужно только вычислить вот это широкое место, чтобы вот это место прошло через руку, чтобы вы смогли ее надеть, и чтобы здесь вам не было тесно. Все, это единственная мерка. Здесь мы вяжем 40 петель, потом откладываем их, либо закрываем на бросовую нить, снимаем, например. Возвращаемся к пальчику. На пальчик я взяла примерно 10 круговых. Палец у меня 10 рядов по счетчику круговых. То есть, ну, примерно там 5-6. По-моему, связала здесь 5. И шестой через 2 петли перенесла на одну, чтобы он стал, ну, немножко потуже. Все. Потом снимаем на бросовую нить и закрываем. Закрывала я обычным самым способом, косичкой.
на спицах. И здесь тоже косичкой на спицах. Главное не затягивать, потому что иначе потом тяжело будет надевать. Ну все, переходим к вязанию. Начинаем вязать обычный карман с бросовой нити. Выставляем иглы друг напротив друга и сдвиг нижней фантуры на H. Все, провели. Сейчас навесим гребенку и повесим на нее грузики. Выставляем рычаги как на вязание кармана, на круговое вязание. Здесь треугольник, со второй стороны кругляшок, сюда, и здесь нолик. Все, вяжем несколько рядов, ну, допустим, рядов 6. Все, достаточно. Теперь ставим нашу рабочую нить, при этом оставляем длинный хвостик для нее, потому что этим хвостиком мы потом будем закрывать петли. Такой подлиннее. Включаем счетчик, выставляем плотность вашу рабочую. Все, и вяжем, ну, допустим, на моем расчете это 40 круговых рядов. Начинаем их вязать. Итак, сейчас мы переходим к самому интересному месту, это палец. У меня есть вот такой декер на 10 петель. Если у вас его нет, то придется чуть-чуть больше времени затратить на перенос петель. Что же мы делаем? У меня это половина сразу, да, то есть мы берем, если у вас, например, 20 петель, то мы переносим половину. Я это буду делать на задней фантуре, соответственно, ну, вы можете тоже это делать на задней фантуре. Берем половину, если у вас, например, 40 петель наверху, то вы будете переносить 20. Если у вас 10 петель, будете переносить 5. Надеюсь, принцип понятен. Да, у меня здесь получается 21 петля. Я буду переносить 10 петель. Десять. Перенесли. И потом из основной части, которая здесь осталась, ладонь, берем одну петельку с нижнего ряда, как обычно, и ставим на пропущенное место. Все. Вяжем раз, два. Ну, счетчик можно отключить, чтобы он не мешал. Теперь то же самое. Снова переносим, берем половину, точнее не половину теперь уже, а по моему расчету 10, половину от изначальных петель. 10, опять точно так же петельку. Здесь у нас получилось пустое место. И мне теперь нужно отсюда вот эту лишнюю петлю перенести на нижнюю фантуру. Но просто перенести ее декером недостаточно. При вязании она будет скрещенной. Нам это не нужно, поэтому мы разворачиваем ее. Вот так. Разворачиваем. Здесь она у нас провязана оказалась. Я ее сниму сейчас. А ту петлю, которая была под низом, навешу, чтобы она 2 раза не провязалась. Все. И теперь повторяем все то же самое, пока у нас не получится для пальца то количество, которое мы изначально рассчитали. Так.
Не забываем про вот эту. Для того, чтобы легче было ее снимать, можно изначально вот тут вот снять, уже когда она провязана. Вот так поворачиваем, вешаем вниз. Это самое сложное, что будет в нашей работе над митингами. Все. Итак, мы связали пальчик. Теперь мы его выводим в переднее нерабочее положение. То есть мы довязали до вот этой части. Переднее нерабочее положение выводим. И будем продолжать вязать вот эту часть. То есть мы включаем рычаги частичного вязания на обеих каретках. Этот рычаг, этот. Включаем счетчик и все, вяжем 40 рядов. Итак, я связала высоту митинги, вот эту. Теперь нам нужно вывести в переднее нерабочее положение и не вязать дальше на этой части, а пальчик наоборот ввести в работу и связать пальчик. Так. Эту ниточку оставляем длинный кончик, вытаскиваем ее под низ. Длинный кончик нам нужен для того, чтобы мы потом закрыли вот эти петельки и закрыли дырочку, которая неизбежно будет образована при вязании пальцем. Вот так, все длинненькое. Все, теперь мы вяжем пальчик. У меня это будет 10 круговых рядов. Так, нет, вот я сделала неправильно. Эту нитку оставить здесь. Вот так. Нитка-то у меня здесь, внутри. Все, сейчас я опять все верну. Рычаги частичного вязания включены. Все. Можно счетчик отключить, можно включить, но я просто буду считать. Здесь я, наверное, для сужения пальчика немного уберу петель. Все. Так, возвращаем. Все. Теперь можно нить заменить на бросовую и снять изделие. Итак, все петли у меня на спицах, и сейчас я закрываю обычной косичкой. Вот таким самым простым способом. Но вы можете использовать любой другой, который вам больше нравится. Самое главное это не затянуть, особенно вот это место, вот эту часть. Спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.